Колеса повозки глухо гремели по корням, впечатываясь в мягкую землю таежного просека, и каждый удар отзывался в теле Аркадия тупой, ноющей болью, словно сердце само отзывалось на каждую кочку. Он лежал на старом, пропитанном влагой и прелью сене, уставившись в просветы между кронами елей, сквозь которые проплывали клочья облаков, а воздух был тяжелым, насыщенным ароматами смолы, мокрого лишайника и чего-то тревожного, дикого, как сама тайга. Впереди шла Аграфена, сгорбившись и с усилием удерживая оглобли. Ее сильные натруженные руки не дрожали, но в спине чувствовалась застывшая напряженность. Она не оборачивалась и не произносила ни слова, что казалось страшнее любой брани. Аркадий помнил ее совсем другой. Когда-то ее звонкий смех разносился над этими тропами, когда они еще молодыми собирали чернику, держась за руки, и когда он, плотник с руками, пахнущими стружкой и дубовым лаком, вел ее показывать первый построенный дом. Все это теперь казалось ушедшим навсегда. Инсульт разорвал его жизнь на «до» и «после». Время до болезни было наполнено теплом печи, скрипом рубанка, азартом охоты на рассвете и уважением односельчан, а после осталась только беспомощность, унижение, запах мочи и болезненная тишина, в которой он ловил презрение в глазах своей жены. Он пытался произнести хотя бы одно слово, задать вопрос, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Аграфена, услышав его, вздрогнула и остановилась. Повозка замерла в тени старого кедра. Она обошла телегу и, не проявив ни жалости, ни растерянности, только с холодной злостью в глазах, резко взялась за край повозки и с усилием опрокинула ее. Аркадий с глухим стоном вывалился на землю, ударившись плечом о корень, и боль пронзила тело, но крик застрял в нем. Он остался лежать на боку, как выброшенный мешок, в то время как Аграфена отряхнула руки, поправила платок и молча удалилась вглубь тайги. Он остался один, слушая отдаляющийся скрип колес, затем щебет птиц, а после — только глухую тишину. Его взгляд был прикован к точке, где исчезла ее фигура, и в глазах его застыло безмолвное «за что» и «почему», на которые тайга не собиралась давать ответов. Она, равнодушная и вечная, будто готовилась принять его в свои ледяные объятия. Солнце опускалось за горизонт, окрашивая небо в медные и багровые тона, тени деревьев сливались в плотную массу. Для Аркадия время словно остановилось. Каждое мгновение длилась вечность, наполненную болью и беспомощностью. Воспоминания нахлынули, как мутный поток. Как он валил ель одним взмахом топора, нес подстреленного кабана, как сын Савелий смотрел на него с восторгом, как держал на руках крошечную Полину, которую болезнь забрала еще в младенчестве. Он никогда не винил жену за ее скорбь, надеясь, что общая беда сблизит их, но оказался в этом жестоко неправ. Когда он перестал быть опорой и стал обузой, все изменилось. Аграфена сначала ухаживала молча, потом начала язвить, а в конце будто возненавидела. И хотя он понимал все слышал и терпел, до последнего не мог осознать, как можно выбросить в глушь, умирать человека, с которым прожила всю жизнь. Сумерки опустились на лес, деревья зашептались, в ветвях заскрипели движения ночных птиц, где-то ухнул филин, а вдали раздался протяжный вой. Аркадий понял — это стая. Они чуют слабость, и они идут. Он закрыл глаза, не сопротивляясь, принимая, что будет быстрее погибнуть от клыков, чем медленно умирать от холода и унижения. Но из тьмы вышел не конец. Из леса появился огромный волк с серой спиной и шрамом через плечо. Старый изгнанный вожак. Он подошел к Аркадию, обнюхал его, и в его глазах не было ярости, только понимание.
Волк лег рядом, не для нападения, а чтобы охранять. И тишина, окружившая их, уже не казалась страшной. На рассвете Аркадий открыл глаза и увидел, что волк не ушел. Тот заметил его жажду и, толкнув носом, повел к воде. Когда старик не смог передвинуться, зверь начал толкать его, дотащил до ручья, напоил. Потом принес яблоки, дикие, кислые, и подкатил одно к его руке. Это был жест доброты, непостижимый для многих людей. Когда в чаще появился медведь, огромный самец, который заинтересовался легкой добычей, волк встал между ним и Аркадием. Он был меньше, но не уступал в решимости. Медведь, поколебавшись, ушел, а волк снова улегся рядом, как живой заслон. Тем временем в деревне Ёрничевке начался праздник, но сосед Аркадия, Илья, заметил его отсутствие. Он зашел в дом, увидел Аграфену в странном оцепенении. Ее слова и действия показались ему подозрительными, и он пошел проверить. Земля за огородом была не тронута. Он вспомнил телегу, которую накануне видел в лесу. Он собрал мужчин. Вооруженные топорами и ружьями, они пошли искать. Лес принял их тревожной тишиной. И вот на поляне у кедра они нашли Аркадия. Он был жив, но изможден, а рядом стоял волк, вставший между ним и людьми, защищая. Только когда волк понял, что люди не угрожают, он отступил. Мужчины сделали носилки и вынесли Аркадия из леса, а волк пошел следом. В деревне все замерли. Аграфена попыталась сбежать, но ее остановили и прогнали. Ее больше не видели. Аркадия выходили. Варвара, деревенская знахарка, лечила его, женщины грели печь, приносили еду. Волк не покидал крыльца, и вскоре люди перестали бояться его. Он стал символом верности, почти легендой. Аркадий начал двигать пальцами, затем с трудом пошевелил рукой, а спустя несколько недель смог сделать первый неуверенный шаг, опираясь на крепкую палку, которую для него вырезал Илья. Волк был рядом во всех этих моментах, как будто оберегая его каждый шаг, каждый вдох, каждое движение. Они вместе выходили на крыльцо, где Аркадий садился на скамейку, а волк устраивался у его ног, положив голову на лапы. В такие минуты лес словно замирал, внимая их молчанию. Казалось, сама природа хранила эту необычную историю не о смерти, не о злобе, а о чуде, произошедшем на границе двух миров. Это была история о том, как в молчаливом братстве старого человека и седого волка зародилась новая жизнь, и как дикий зверь оказался ближе и человечнее, чем те, кто когда-то делил с Аркадием кров и судьбу. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.